Всем доброе время суток. Имеется вот такой вот барабан, катушка, пылесосоземлер 1600 Aqualed. Вот он разобранный. Значит, с пылесосом там все нормально, я уже починил, вставил новую проводку. Но возникла другая проблема с катушкой. То есть, когда я отпускаю тормоз, катушка не мотает провода. И вот когда я пытаюсь, видите, кручу на размотку, назад никакой реакции нету. Похоже, что тут какая-то проблема с пружиной, либо пружина вышла из пазлика, отстала, и нужно ее поставить на место. Ну, для того, чтобы добраться до этой пружины, нужно это все разобрать, снять вот эту вот часть опять, механизм, вытянуть кольца. Ну, все это будем делать поэтапно. Для начала нужно пометить карандашиком или флаером, в какую сторону заматывается катушка. То есть, когда я отпускаю тормоз, то она должна вот сюда вращаться. Значит, берем карандаш, я уже пометил, рисуем стрелочку вот в эту сторону, что оно идет по часовой стрелке. Для того, чтобы нам сориентироваться попозже, куда, в какую сторону наматывать пружину. Дальше нам понадобится фен, для того, чтобы прогреть вот эту вот защелку, потому что она очень туго тут лежит. Ну, нужно нагреть пластмассу и потом уже отверточка вот эту вот штуку отстегнуть. Накрываем. Так, и вот я взял отверточку и вот отсюда класснул, оно щелкнуло. И мы достаем этот полумесяц. Так, теперь нам надо достать кольца. Тут уже есть защелка, и нужно колечки, нужно вытянуть. Так, мне наконец удалось вытянуть вот эту часть, деталь, кольца. Как она вытягивается, этой отверточкой мы давим на пол, а этой отверточкой разжимаем вот эти вот контакты. И таким образом минут 20, наверное, вытягивал. Очень тяжело вытягиваться. И дальше мы уже снимаем катушку. Смотрите, я снял. Дальше вытягиваем отсюда саму катушку с пружиной. Что с нашей пружиной происходит? Она, вот видите, оборвалась. И получается, почему она не работала? Потому что не было зацепки вот за вот эти вот рычаги. Поэтому нам надо отрегулировать вот эту пружинку, чтобы она цеплялась за вот этот шестигранник и пружинила. Так, дальше берем плоскогубцы и по максимуму поджимаем вот эту вот зацепку, чтобы оно цеплялось за шестигранник. Загинать нужно эту пружинку так, чтобы когда растягивал, чтобы оно опять смогло найти свой резец и закрепиться на нем. Дальше одеваем в пазике катушку. Защелкиваем. И вот у нас уже все одето. Так, теперь проверяем, как работает. Берем, наматываем барабан. И нажимаем на тормоз. Вот стало нормально работать. Ну, в принципе, теперь собираем все в обратной последовательности. Наш барабан. Колечко. Полумесяц и так далее. Так, одеваем вот этот наконечник. Просто проталкиваем. Дальше вставляем в этот полумесяц на место. Так же самое, как его анимали.
вставляем так, чтобы оно шло по ходу. Вот я вставил. Должен быть щелчок такой слышен, когда вставляешь. И теперь намотаем провод. Так, перед тем как ставить крышку, нам нужно намотать кабель, чтобы уже он был намотан вплотную. И теперь отсоединяем клеммы и закрываем крышку. Также советую вам, вот когда вы собрали пылесос, сделать ограничитель по проводу. Еще ограничитель сделать для того, чтобы не вытягивать провод до конца, чтобы он не рвался, не было каких-то микротрещин. Как нужно это сделать? Нужно дотянуть до конца провод по максимуму и сантиметров 20 отжать. Дальше мы берем изоленту, отрезаем. Это будет стоять ограничитель. Дальше это лента. Вытягивать провод не рекомендуется. Так, еще раз проверяем пылесос, вставляем в розетку, нажимаем. Работает, все нормально. Катушка тоже работает. Дальше слаживаем все в обратной последовательности, закручиваем, так и разбирали. На этом все. Если видео понравилось, палец вверх. Если видео не было полезным и не понравилось, палец вниз. Всего доброго, до новых встреч.